Всех приветствую на моем канале по вязанию. Меня зовут Лена. Сегодня я приготовила для вас мастер-класс вот по этой вот замечательной такой детской кофточке, связанной для девочки. На возраст примерно 2-3 года и рост 92-98 сантиметров. Сразу хочу показать пряжу, из которой я связала эту кофточку. Это пехорка, детский каприз, теплый. Так, цвет у нас идет 1091, это пепельная роза. Состав ее 50% мериносовая шерсть и 50% вот она, фибра. 125 метров на 50 грамм. То есть в 100 граммах это получается 250 метров. По, знаете, такому ощущению, в принципе, по толщине можно взять еще пряжу Alize Lana Gold 240 метров на 100 грамм. Это полушерсть. Ну, вот эта кофточка в данной такой по тактильным ощущениям чуть помягче получается за счет, хоть и пишут, что в составе мериносовая шерсть, может быть, за счет нее она чуть помягче после стирки. Особенно вот это заметно. По спицам давайте я вам расскажу, по плотности. Я еще хотела сказать, таких моточков у меня ушло на данный размер всего лишь 4. То есть даже чуть-чуть остался остаток. То есть 200 грамм примерно весит эта кофточка. Так, единственная сложность, что вот в ней представляет, это не реглан, то есть ростка вывязывать мы уже не будем. Вяжется прямым полотном, без швов, то есть полочки и спинку я вяжу цельными до проймы, затем делила на полочки и спинку, довязывала отдельно, обвязывала горловину и рукава, да, я вяжу в круговую. Давайте обо всем я начну рассказывать по порядку. Покажу вам примерное описание, чтобы в кадр поместить. Смотрите, здесь я уже расписала, из какой пряжи я вязала. Спицы номер 3,5 нам понадобится и четверочка. Можно взять, например, если вы хотите связать чуть побольше модельку, можно взять спицы на полразмера просто побольше. И, конечно, свяжите образец до начала вязания. Вот, пуговицы, я надеюсь, вы мне простите мою оплошность, мне не хватило одной пуговки, их должно быть всего 8, но у меня почему-то, я не знаю, куда-то задевалась пуговка, придется дозаказывать. Смотрите, я набрала на спицы 114 петелек, из них у меня 60 пошло на спинку. И по 54 я поделила пополам, по 27 петелек у меня ушло на полочки. Полочка, она у меня идет двойной кромочной. Вот смотрите. Потом в нее же я и буду набирать. Мне так захотелось сделать, чтобы вот здесь вот краешек такой вот ровненький был. Вот. Можете вязать, конечно же, и без нее. Здесь ничего страшного не будет. Единственное, что большая сложность, это вывязывание цветок. Но цветок я начала монтировать видео. У меня полностью первая часть только состоит из вывязывания вот этого рисунка. То есть почти 40 минут я по рядам объясняю, как связать этот рисунок. Рисуночек я писала статью на Дзене, также ВКонтакте. То есть выкладывала там и схему этого цветка. Цветочек я нарисовала, можно сказать, сама. Взяла схему данного цветка, точнее примерного. Но в чем особенность этих цветов? Они вяжутся на изнаночной глади, что мне не очень нравится, когда она вот с лица. Поэтому я его перевела на лицевую гладь, чтобы вот эти вот стебельки и листочки были почетче выделялись. В принципе, вы увидите это, конечно, и в видео. Я подробно
вместе с схемой буду вязать, это все вывязывать, труда для вас это не составит. Вторая часть у меня начнется уже с деления на полотна на полочки и спинку. Горловину я закрывала где-то с 14, так, 26 рядов я вязала вверх, из 27 ряда я 7 раз, то есть убавляла петельки. Один раз 3 петли, потом 2 раза по 2, 4 раза по 1 петельке я закрывала. И вот эта двойная кромочная, обратите внимание, когда я говорю, что закрываю 3 петли, 2 кромочных я снимаю сразу, то есть я их 2 сразу накидываю и считаю как за одну петельку. Вот здесь вот повнимательней, если у вас будет то же самое. Вот, значит, 40 рядов у меня будет до плечевого шва. Плечевой шов я соединяю крючком. Хотела показать вам, как это выглядит. Видите, такой вот аккуратный шовчик получается. Мне очень нравится этот способ. Хотела сказать, ниточку там оставляйте подлиннее, в 4-5 раз длиннее участка закрытия. На спинке у меня остается 30 петелек открытых, и на плечевые швы у меня уйдет по 13 петелек. Затем я набрала по вороту петельки, подняла, связала нужную высоту, по-моему, я уж забыла, 7 или 8 рядов, и закрыла все петельки самым обычным способом. Горловина у меня достаточно такая широкая, то есть сильно к горлышку прилегать. После того, как я связала горловину, я набрала планочки с пуговками. Отверстие под пуговки также все очень подробно покажу. И у меня единственное такое будет примечание, что вот эти отверстия я начинала делать по изнанке, чтобы попасть именно на середину планочки. По-моему, в 10-м, если с изнанки, я начинаю набирать планку с лицевой стороны, потом начинаю вязать ее с изнаночной, она же является первым рядом, и закрываю я ее уже в 10-м ряду. Что в горловине, что в планочке, главное, чтобы у вас петельки были кратно 4, так как у нас резиночка идет снизу 2 на 2, соответственно, и здесь все должно резиночка идти 2 на 2. Далее по кругу я набирала рукава. Рукава, видите, у меня с такими шишечками идет, чтобы вот как-то обыграть вот этот вот рисуночек, чтобы кофта не была просто лицевой гладью. Но если вам не хочется их вязать, вы, конечно, можете связать просто лицевой гладью. Рукава я набрала 54 петельки. Затем 2 ряда я связала просто лицевой гладью. И после этого с 3-го ряда начала вывязывать шишечки. Я также все подробно показываю, сколько мы от начала вязания отступаем петелек, сколько вот здесь в конце должно у вас остаться. По-моему, я даже сделала, что каждую полоску шишечек я сверялась. Буду точнее сверяться с вами, сколько у меня до начала, сколько до конца у меня петелька осталось. Между шишечками расстояние 10 петелек, и в высоту у меня расстояние между ними 10 рядов. Всего связано рукавчиков 66 петелек. Убавочек я сделала 7. В каждом 8-м ряду, начиная с 9-го ряда. То есть в 9-м, 17-м, 25-м. И последнюю убавочку я делаю в 57-м ряду. У меня останется 40 петелек. Обратите внимание, что обязательно также кратно 4 должно остаться, чтобы у нас получилась резиночка 2 на 2. Последний ряд шишечек у меня будет в 63-м ряду. То есть также 2 ряда у меня до резиночки получится лицевой гладью, как и здесь мы отступали 2 рядочка. То есть все у нас будет симметрично. Так, резиночку также мы переходим на спицы 3,5, вяжем 11 рядов, и в 12 ряду самым обычным способом я закрываю, так как манжета достаточно широкая и ничего жать ручку не будет. Вот и все, так кратко я рассказала, как связать этот кардиганчик. Еще раз повторю, что единственная сложность, мне кажется, здесь это цветок внимательно связать. Ну, он является, конечно,
таким главным компонентом и украшением этой кофточки. Цветок я вязала посерединке, то есть 27 петелек вместе с кромочными у меня остается на полочке, то есть 4 петли я отступаю с этого края, 4 петельки с конца полочки, и сам цветок у меня занимает 19 петелек. То есть я здесь писала, что отмечаем 14 петлю в полочке. Просто я маркер сюда буду вешать. Но это будет также в видео все очень подробно показано и рассказано. Ну, наверное, на этом и все. По размерам, если смотреть, у меня ширина 32 сантиметра, высота без вот этой стоечки воротничка 38 сантиметров, резиночка ширина, точнее высота 3,5 сантиметра у меня получилось. Но это все, наверное, что я хотела рассказать. Давайте приступать к вязанию. На спице 3,5, на одну спицу я буду набирать 114 петелек. Это уже вместе с кромочными петельками. Набираю самым обычным способом, не сильно затягивая нить. После набранных петелек мы начинаем вязать резиночку 2 на 2. Обратите внимание, как я начинаю ее вязать, так как сейчас у нас пойдет изнаночная сторона, и у нас будет двойная кромочная. Первую петельку я снимаю, затем вторую петельку я также снимаю, нить оставляю перед работой. Вот таким образом. Далее у меня идет 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И так мы провязываем полностью ряд до конца за переднюю стеночку, не довязав до конца 2 последних петельки. Ряд у меня заканчивается, смотрите, 2 изнаночных, 2 лицевые, и на спицах у меня осталось 2 петельки. Предпоследнюю петельку также снимаю нить перед работой и кромочную провязываю. Переворачиваю вязание, кромочную снимаю, это будет лицевая сторона. Вяжу далее лицевую за переднюю стеночку, она у нас будет вытянутой петелькой такой. Далее 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных. Изнаночная у меня идет за переднюю стеночку, а лицевой у меня идет за заднюю стеночку. Довязываем вот этот второй ряд до конца. Заканчивается второй ряд у меня 2 изнаночными и двойная кромочная. То есть лицевую я провязываю и затем кромочную. Третий ряд у нас снова изнаночный. С изнаночной стороны у нас после кромочной и перед кромочной вот эта изнаночная будет сниматься и нить перед работой. И также ряд мы довязываем. И не забывайте, что в конце по изнаночной стороне, в данном случае в третьем ряду, также у нас изнаночная снимается нить перед работой. Четвертый ряд мы продолжаем также вязать. Кромочная, лицевая за переднюю стеночку, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. И так вяжем резиночку на нужную вам высоту. У меня провязано 11 рядов резиночки. Теперь я буду менять спицы на номер 4 и буду продолжать вязать.
При этом мы будем вывязывать рисунок, цветок, и все остальное все будем вязать лицевой гладью. Смотрите, я разбила вот эту полосу, можно сказать, на 2 полочки. Это то, что до розового маркера. И спинка. Спинка составляет 60 петелек, полочки по 54 петли, включая и кромочные, обе кромочные. Далее я выделила, это я вот разбила, специально тоже повесила отделить, чтобы полочку от спинки. И на 14 петлю, если считать вместе с кромочными, я повесила маркер. То есть здесь 13 петелек и здесь 13 петелек. На 14 петельке у меня висит маркер. Это будет стебелек центральный нашего цветочка. Здесь то же самое. Отсюда отсчитала 13 петелек и на 14 петлю повесила маркерок. И здесь также до конца полочки у меня 13 петелек. То есть ровно посередине у меня остается. Сам рисунок выглядит у нас вот так. То есть рисунок у нас будет располагаться на лицевой глади. Раппорт его составляет 1, 2, 3, 4, 19 петелек. То есть середина, и отсюда у нас это вот стебелек наш будет. Это вот именно та петля, которую я уже отметила. И до нее у нас тоже будет все лицевыми петельками. То есть то, что не будет входить вот в раппорт вот этого рисунка, то есть по бокам, останется также лицевыми петельками. То есть помимо рисунка у нас будет 4 петельки лицевых до начала раппорта и 4 лицевых петелек после. Сейчас вы в процессе, я думаю, все поймете. То есть начинаем вязать с первого ряда. Вяжем первые 4 петли. 4 петли это включая кромочные. 1, 2. Все будем вязать лицевыми петельками. 3, 4. И начинается раппорт узора. Первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Далее идет изнаночная, вытянутая лицевая и изнаночная. То есть от вот этого стебля цветка по бокам будут изнаночные петельки. Вяжем изнаночную. Смотрите, я провязываю. Если лицевая располагается за заднюю стеночку, также за заднюю стенку. Первый раз. Изнаночная, вытянутая лицевая. Вытянутая лицевая, это мы, значит, провязываем не в петельку, которая находится на спице, а на ряд ниже. То есть как бы вот в нижнюю входим. И вот так вот провязываем и все спускаем. Это вытянутая лицевая и изнаночная. Далее у нас также идет 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все. Раппорт узора у нас закончился. И у нас должно остаться с вами до начала спинки 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Начинается спинка. Спинка у нас состоит из 60 петелек, которые сейчас в первом ряду мы и провяжем. То есть где изнаночный я вяжу за переднюю стеночку, лицевую также вяжу за заднюю стенку. Довязываем спинку самостоятельно и встречаемся в начале следующей полочки. Я дошла до конца спинки. У меня начинается следующая полочка. Также вяжем сначала 4 лицевые, которые не входят у нас в сам вот этот узор. И далее 8 лицевых. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее изнаночная, вытянутая лицевая. Еще раз покажу, как ее связать. Не в петельку, которая на спице, а на ряд ниже. И также вывязываем лицевую. Все. И изнаночная. Осталось нам провязать 8 лицевых и оставшиеся 4 лицевые, которые не входят в раппорт узора. 4 лицевые, напоминаю, это в них входят и вот эти двойные кромочные. Все. Второй ряд. Второй ряд мы вяжем по рисунку, то есть там, где были у нас лицевые, у нас будут теперь изнаночные. 4 петельки связали, то есть те 8 лицевых, что мы вязали, это у нас изнаночные петельки 8. Затем изнаночная, здесь она у нас лицевая. Вытянутая лицевая, так же, как обычно, мы провязываем изнаночной петелькой, ничего не меняем. И довязываем ряд до конца, также не забывая, что вот эти до кромочные и после кромочные мы снимаем, не провязывая. Также будет на протяжении всей кофточки нашей. И все четные ряды, 2, 4, 6, это у нас получается изнаночная гладь. Напоминаю, мы сейчас вяжем на спицах номер 4. Третий ряд. Также начинается у нас с 4 петелек до раппорта. 3, 4. Далее, смотрите, у нас идет 1, 2, 3, 4. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Изнаночная. Изнаночную, смотрите, если у вас петелька выглядит как и у меня, мы ее провязываем за заднюю стеночку. И вот такой вот треугольник, это 2 петли вместе с наклоном вправо. Чтобы провязать петельки с наклоном вправо, их нужно вот так переснять, чтобы можно было провязать за передние стеночки. Далее 1 лицевая и накид. 1 лицевая и накид. Далее изнаночная, вытянутая лицевая, изнаночная. Изнаночная. Вытянутая лицевая также мы просто в петельку входим на ряд ниже, а не в петлю, которая на спице, и спускаем. И изнаночная. Дальше идет накид, лицевая и 2 вместе с наклоном налево. Накид, лицевая, 2 петельки с наклоном налево, значит мы провязываем также просто за 2 вместе за задние стеночки. Мы провязали 2 петельки вместе, затем идет изнаночная петелька и 4 лицевые, изнаночные, 4 лицевые, которые входят в раппорт, и 4 лицевые, которые не входят. Вяжем спинку лицевыми петельками и встречаемся на следующей полочке. Я еще раз вам покажу. У меня закончилась спинка, начинается следующая полочка с 4 лицевых, не входящих в раппорт. Затем точно так же вяжем, как мы уже вязали и на той полочке. 4 лицевые и изнаночная. 3, 4. Провязали 4 лицевые, далее изнаночная. Петельки с наклоном направо. Мы вот так петельки переворачиваем, чтобы связать их вместе за переднюю стеночку. Затем лицевая и накид. Изнаночная, вытянутая лицевая, изнаночная. Накид, лицевая,
2 петельки вместе с наклоном налево, это значит провязываем их вместе за заднюю стеночку, и изнаночная петелька. Осталось провязать 4 лицевые, входящие в раппорт. 3, 4. И довязываем ряд до конца. 4-й ряд. 4-й ряд ничем особо не отличается, за исключением накидов. И вот это добавочная и изнаночная у нас также будет провязываться лицевой. Вот она, смотрите. Далее 1, 2, 3. 3 изнаночных. И вот наша середина. Лицевая, изнаночная, лицевая. Изнаночную, накид я провязываю также изнаночной петелькой. Довязываем 4-й ряд до конца и встречаемся в 5-м ряду. 5-й ряд. Начинаем с 4 петелек, как обычно, и после у нас начинается раппорт. 3, 1, 2, 3, 3 лицевые, 1, 2, 3. Далее изнаночная и 2 петельки вместе за переднюю стеночку. Смотрите, изнаночную нам уже переворачивать не нужно, мы переворачиваем только следующую лицевую и провязываем вместе. Далее идет лицевая, накид, а вот над бывшим накидом у нас снова идет лицевая и середина, то есть изнаночная, вытянутая лицевая и изнаночная. И потом у нас идет симметрия рисунка, то есть лицевая, накид, лицевая, 2 петельки с наклоном влево. Смотрите, лицевую мы уже ничего с ней не делаем, переворачиваем только изнаночную петельку и провязываем вместе за заднюю стеночку. Заканчиваем. Рисунок у нас изнаночная и 3 лицевых. Изнаночную я, если вяжу из лицевой, я ее провязываю за заднюю стеночку. Изнаночная, 3 лицевые и довязываем 4 лицевые, не входящие в основной рисунок, и начинаем вязать спинку. Следующую полочку мы вяжем точно так. Я не буду 2 раза показывать, потому что у меня слишком долго видео будет получаться. Я думаю, чуть-чуть можно отмотать назад, если вы что-то забыли по схеме, и посмотреть. Либо сделать скриншот, если вы еще этого не сделали, чтобы облегчить себе задачу. Довязываем 5-й ряд, затем вяжем 6-й. В 6-м ряду главное это все изнаночные, что здесь мы провязываем с этой стороны лицевыми петельками. Вот по рисунку их достаточно хорошо видно, а все накиды мы вяжем изнаночной петелькой. И встречаемся затем уже в 7-м ряду. 7-й ряд. Как обычно, начинаем с 4 петелек. И теперь смотрите. 2 лицевых и изнаночная. 1, 2 и изнаночная. Далее 2 петельки вместе с наклоном направо за переднюю стеночку. Затем лицевая, накид и 2 лицевых. Лицевая, накид, 2 лицевых. Далее стебелек. Это изнаночная, вытянутая лицевая и изнаночная. Затем все идет симметрично. 2 лицевые, накид, лицевая, 2 петельки за заднюю стеночку вместе, изнаночная,
и 2 лицевые. Все, раппорт узора закончен в 7 ряду. Теперь мы вяжем с вами спинку и точно так же вяжем следующую полочку, как мы сейчас провязали 7 ряд узора. 8 ряд вяжем самостоятельно, встречаемся в 9 ряду. 9 ряд я уже начну с вывязывания раппорта. У нас идет лицевая, затем изнаночная. Далее идет 2 петельки вместе за переднюю стеночку, лицевая и накид. После него у нас идет 3 лицевые. После накида 1, 2 и 3. Дальше идет стебелек. Изнаночная, вытянутая лицевая и изнаночная. И начинаем вязать симметрично. 3 лицевые, накид, лицевая, 2 петельки вместе за заднюю стеночку, изнаночная и лицевая. Все. Раппорт узора закончен. Довязываем этот ряд самостоятельно. Не забываем про следующую полочку связать точно так же. То есть от маркера после конца спинки вяжем 4 лицевые и начинаем вывязывать раппорт. 10 ряд вяжем самостоятельно. Предельно внимательно смотрим, где у нас провязывается лицевыми петельками и где изнаночными. Накиды, напоминаю, вяжем изнаночной петелькой. 11 ряд. Довязываем до начала сначала раппорта. И он у нас начинается с одной изнаночной. Изнаночная. Затем провязываем 2 петельки вместе с наклоном направо. Далее лицевая и накид. Далее, смотрите, после накида у нас снова идет изнаночная, 2 вместе, лицевая и накид. То есть вот этот фрагмент вязаем. Смотрите, изнаночная, 2 петельки вместе за переднюю, извините, стеночку, лицевая и накид. Это у нас начинается формироваться как второй такой вот лепесток. И наш стебель. Изнаночная, вытянутая лицевая, изнаночная. И повторяем симметрично. Начинается с накида, затем лицевая, 2 петельки вместе за заднюю стеночку, изнаночная. И снова накид, лицевая, 2 вместе за заднюю стеночку и изнаночная. Все. На этом у нас раппорт закончен. Довязываем до следующей полочки. И, наверное, я еще раз вам покажу, чтобы вы не запутались. Напоминаю, мы вяжем с вами 11 ряд. Продолжаем вязать 11 ряд. То есть у меня вот спиночка закончилась. Начинается полочка с 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. И начинаю вязать раппорт. Изнаночная, 2 вместе. 2 вместе за переднюю стеночку. Лицевая и накид. И снова изнаночная, 2 вместе, лицевая, накид и стебель. Изнаночная, вытянутая лицевая, изнаночная. И снова накид, лицевая, 2 петельки вместе за заднюю стеночку. И после этого изнаночная. И снова повторяем накид, лицевая,
2 петельки вместе за заднюю стеночку, и заканчивается у нас все лицевой петелькой. 12 ряд. В 12 ряду, обратите внимание, накидов у нас прибавилось. То есть и лицевых тоже. Лицевая. 1, 2, 3. 3 изнаночных. Лицевая. 1, 2, 3. И вот наш стебель. Лицевая, изнаночная, лицевая. Теперь снова 1, 2, 3 изнаночных, лицевая, и снова 3 изнаночных и лицевая. Все. 12 ряд довязываем до конца. Я думаю, также посчитаете цветок, чтобы не сделать ошибку. И встречаемся с вами в 13 ряду. 13 ряд узора. Начинается у нас с провязывания 2 петелек вместе за переднюю стеночку. Переворачиваю петельки и провязываю. Далее лицевая и накид. После того, как мы связали накид, у нас, смотрите, идет изнаночная, 2 вместе, лицевая, накид. Изнаночная, 2 вместе петельки, лицевая и накид. И заканчиваем у нас, смотрите, до стебелька появилась 1 лицевая. И стебелек. Изнаночная, вытянутая лицевая, изнаночная. Начинаем вязать далее симметрично. Лицевая, накид, лицевая. 2 петельки вместе, изнаночную переворачиваем, за заднюю стеночку их вместе провязываем. И после этого изнаночная. И снова накид, лицевая и 2 петельки вместе за заднюю стеночку, то есть лицевая и последняя изнаночная. Здесь у нас уже лепесточек закончился. Затем мы сейчас будем продолжать далее вязать только второй вот этот вот лепесток. Довязываем, я думаю, здесь уже ничего сложного. По аналогии также вяжете следующую полочку и встречаемся с вами уже, получается, в 15 ряду. 15 ряд. Как обычно, вяжем сначала 4 лицевые, точнее 2 лицевые, 2 кромочные, не входящие в рисунок. И смотрите, раппорт у нас теперь начинается 2 лицевые, изнаночная. Вяжем 2 лицевые и изнаночная. Далее 2 петельки вместе, лицевая, накид. Также изнаночную вместе с лицевой провязываем 2 вместе за переднюю стеночку, лицевая и накид. И довязываем 2 лицевые до стебля. Повязали. И после стебелька начинается симметрично. То есть 2 лицевые, накид, лицевая, 2 петельки вместе за заднюю стеночку, изнаночная, и заканчивается у нас раппорт узора 2 лицевыми. Далее вяжем до конца и встречаемся затем в 17 ряду. 17 ряд у нас начинается с 1 лицевой, лицевая, изнаночная и 2 петельки вместе. Затем лицевая и накид. И до стебелька вяжем 3 лицевые. 2, 3. И сам стебель. Изнаночная, вытянутая лицевая, изнаночная. И симметрично вяжем 3 лицевые,
накид, лицевая, 2 петельки вместе за заднюю стеночку и изнаночная. И заканчивается раппорт лицевой петелькой. Вот мы довязали до конца. Не забываем, что на второй полочке у нас рисунок повторяется. 18 ряд вяжем по рисунку самостоятельно. Встречаемся уже в 19 ряду. Девятнадцатый ряд у нас начинается раппорт с одной изнаночной. Затем мы вяжем 2 вместе за переднюю стеночку. Затем вяжем лицевая и накид. Лицевая, накид и 4 лицевых до стебля. Затем стебелек, состоящий из изнаночной, вытянутой лицевой, изнаночной. И повторяем симметрично. 4 лицевые, накид, лицевая, 2 петельки вместе за заднюю стеночку, и заканчивается у нас раппорт изнаночной петлей. Все. И продолжаем вязать лицевую гладь, не забывая повторить рисунок на другой полочке. Затем вяжем 20 ряд и встречаемся затем уже в 21 ряду. 21 ряд, как вы видите, полностью повторяет первый ряд. То есть вяжем все лицевые петельки, оставляя только нетронутым вот этот, не меняем сам стебелек. То есть изнаночная, вытянутая лицевая и изнаночная. То есть все петельки сейчас до стебелька мы провязываем лицевыми петельками. И стебелек. Изнаночная, вытянутая лицевая, изнаночная. И снова все лицевые. И затем мы встречаемся с вами уже в 23 ряду и начинаем вывязывать первые вот эти 2 шишечки. Вот наш начинается 23 ряд. Смотрите, у нас шишечки вот эти идут на месте вот изнаночных петелек. Я дошла до первой сразу изнаночной петли. И посмотрите, как она вывязывается. Сначала я поднимаю протяжку, то есть это вот ниточка между петлями на спицах. Одеваю ее и провязываю скрещенной петелькой. Это я делаю для того, чтобы у меня не было дырочек никаких лишних. Это первая петля. Затем 3 я буду вывязывать вот из этой петельки. Лицевая, накид, лицевая. 3 петли связала и снова протяжку одеваю и вяжу скрещенную лицевую. Все, я получила 5 петелек. Переворачиваю вязание и вяжу. Снимаю кромочную и вяжу 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Снова переворачиваю. Это получается 3-й ряд, если считать с набранными петельками. Кромочную сняла, 4 лицевых. 1, 2, 3 и 4. Снова перевернула. Это 4-й ряд. Кромочную сняла, 4 изнаночных провязала. Переворачиваем. И теперь нам надо закрыть этой петельки. Криво я связала. Так, я снимаю 3 петли. 1, 2, 3. И следующие 2 петельки
я вяжу вместе. И затем накидываю вот так вот по очереди снятые петли. Все. Шишечку вот так вот подминаю. И смотрите, далее идет лицевая. Теперь мы ее будем вязать обычной лицевой, то есть уже не вытянутой. Вот так вот. Выпрямляем. И снова вторая шишечка. Точно таким же образом. Протяжку одеваю, получаю из нее скрещенную лицевую. Далее 3 петельки из изнаночной. 1, накид, 2, 3. 3 петли получила. И снова из протяжки. Все, получили 5 петелек. И вяжем второй ряд. Кромочные 4 изнаночных. Снова перевернули. Кромочная. 4 лицевых. Последний раз. 4-й ряд. Кромочная 4 изнаночных. Теперь 3 петли снимаю. 2 петельки вяжу вместе лицевой. И по очереди накидываю вот так петельки. Все вместе я не провязываю только из одного, что это очень неудобно. Все, ниточку чуть-чуть подзатянули, так вот шишечку выправили и довязываем до следующего цветочка нашего. Напоминаю, что мы вяжем их на месте вот этих изнаночных петелек, и снятую вот эту вытянутую лицевую мы будем вязать уже обычной лицевой. В изнаночном, то есть в 24 ряду, у нас эта шишечка, вот она, провязывается просто изнаночной петелькой. То есть мы перешли полностью на лицевую и изнаночную гладь. Довязываем этот 24 ряд и встречаемся с вами уже в 25-м. У нас начинается 25 ряд. Смотрите, по раппорту рисунка, если посчитать 1, 2, 3, 4, 5, 6, до шишечки будет 6 лицевых. То есть сначала мы также вяжем 2 петельки кромочных и 2 лицевые. Дальше начинается раппорт узора. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть смотрите, вот между шишечками сейчас у нас будет 5 лицевых. То есть я отступаю не одну петельку от шишечки, а сразу и вот эту одну, и еще одну. И вот в третью буду вязать. То есть вот этот стебелек у нас является 3-й петлей по счету. То есть шишечка, далее 1, 2, 3, 4, 5, и потом в 6-ю мы еще будем вязать одну шишечку. Мы провязали 6 лицевых от начала раппорта и вяжем шишечку. То есть вяжем мы ее точно таким же образом, только вместо теперь изнаночной у нас лицевая. Из лицевой петельки мы получаем 3 петли. Лицевая, накид, лицевая. И петелька из протяжки. 5 петелек. И все то же самое. Второй ряд у нас изнаночный. Третий ряд лицевой. Снова 4-й ряд изнаночный. И в 5-м ряду мы закрываем все петельки. 3 петли снимаю, 2 петельки вяжу вместе и накидываю
все снятые петли. Шишечка получилась. Теперь вяжем 5 лицевых. 1, чуть-чуть подзатянем, 2, 3, 4 и 5. И снова делаем шишечку точно таким же образом. После того, как мы связали вот эту вторую шишечку, также до конца раппорта у нас остается 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И все. Оставшиеся петельки до конца полочки, то есть их должно остаться у нас также 4. 3 и 4. И вот у меня начинается спинка. Также таким же образом мы вывязываем шишечки и на другой полочке. Затем смотрите. Вот мы связали сейчас 25 ряд. Затем мы вяжем 26 ряд изнаночными. Затем 27 ряд. У меня будет ряд без шишечек. То есть мы его просто вяжем лицевой гладью. Ничего не меняя, просто все петельки лицевыми провяжем. И 28 ряд у нас будет снова изнаночные петельки. И встречаемся уже с вами в 29 ряду. И смотрите, я дошла до 29 ряда. То есть над шишечкой у меня провязано еще дополнительно 2 ряда. Получается лицевой и изнаночный. И 29 ряд у нас полностью повторяет 25. Те же 4 петли до раппорта, 6 петелек лицевых, и шишечку мы делаем ровно на том же месте, что и вот это, то есть та же петля, где и находилась вот эта наша последняя шишечка. 2, 3, 4, 5. И точно таким же образом вывязываем шишечку. После того, как у нас закончена шишечка, вот эта первая, вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И вторая шишечка у нас полностью совпадает над последней. Вывязываем над ней же. И раппорт у нас заканчивается 6 лицевыми. Отправляем шишечку 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот такой вот цветочек у нас формируется. И теперь смотрите. Мы сейчас, напоминаю, на 29 ряду. Затем вяжем 30 по изнанке. Затем вяжем 31 лицевой ряд без шишечек. 32 изнаночной стороны, полностью все изнаночными петельками. И либо вы можете продолжить также 33 свяжите сами. Я думаю, вы также его сможете связать. То есть смотрите, 33 ряд точно такой же, как и 25, 29. Ой, извините, да, 25, 29 и 33 ряд точно такой же. То есть между вот этими шишечками, вот этой, вот второй, и сейчас будет потом третий ряд, между ними у нас вот дополнительно вот такие вот лицевые ряды. То есть не в каждом ряду я лицевым делаю шишечки. И все. И давайте, наверное, встретимся с вами уже в 35 ряду. И свяжем вот эти последние 2 шишечки. На этом наш рисунок будет уже окончен. У меня начинается 35 ряд узора. То есть смотрите,
2 шишечки здесь внизу, потом 1, 2, 3, 1, 2, 3. Мы их связали, и сразу в следующем ряду после вот этих шишечек, то есть мы больше не пропускаем лицевой ряд, вяжем также 4 начальных петельки, затем смотрите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 в лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, это выпадает на шишечку петля, и 8. И получается вот наша петелька стебелька, то есть по обе стороны от него мы делаем снова шишечку. Точно таким же образом. После того, как первая шишечка наша вот эта готова, вяжем лицевую, затягиваем потуже и вяжем сразу вторую. Из протяжки, затем 3 петельки из петли, и 5-ю петельку мы создаем снова из протяжки. Затем после этой шишечки мы провязываем также оставшиеся 8 петель раппорта и продолжаем вязать лицевой гладью. На этом наш сам узор вот этого цветочка будет уже закончен. Он такой получается чуть-чуть вытянутый. И мы дальше вяжем просто лицевой гладью до начала пройм. Когда мы до них дойдем, мы просто будем делить наше полотно на 2 полочки и спинку.